Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз, что скрыто, тайное, что прояснится, знаки судьбы, чего вы пока не видите или пока не знаете. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 ноября. Так что же прояснится из этого тайного, что пока скрыто или вы не видите? Давайте с вами узнаем, что происходит за вашей спиной и как это вообще отобразится в первой декаде ноября. А я бы сказала, не только первая декада, скорее это будет история с продолжением, по крайней мере, я такое допускаю, до конца года. И вот почему. Есть смысл, конечно, вернуться даже к нашему раскладу или прогнозу, видео, поскольку именно 9 ноября, как раз в эту первую декаду, планета Уран меняет знак. Она с 7 июля была и до 9 ноября в знаке зодиака Близнецы, теперь обратно возвращается в Телец. И это будет связано с прояснением многих ситуаций, которые какое-то время, может быть, притормозились. Или когда была какая-то путаница, мои дорогие. Вот этот клубок будет постепенно развязываться, раскручиваться. И нам придется и адаптироваться, и как организовывать, наводить порядок в каком-то новом ключе. И пусть это будет, конечно, более длительный период, нежели только одна первая декада, но квинтэссенция событий, она как раз и может быть в эти 10 дней, первые 10 дней ноября. Давайте узнаем. И мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы, мои дорогие. Того, что как раз скрыто, того, чего пока не видим, не знаем, не предполагаем, может быть, а это случится. Развязка наступит. Или, как мы говорим, тайное станет явным. Так вот, что же там прояснится из тайного? Может быть, это чье-то тайное решение в отношении вас. А возможно, это решение вашего вопроса. Словом, к чему быть готовым. Что уйдет? Что завершится? Или от чего вы откажетесь сами? А что придет взамен? Что нового? Кто или что спешит на ваш порог? И по основным сферам жизни. Чего ждать в сфере любви и личной жизни? Чего ждать в сфере финансов? И чего ждать? Это как работа, согласование, документы, важные контакты, встречи, бизнес или личное дело, у кого что. Итак, давайте будем узнавать, так что же там скрыто? Что же там тайное? О, чего вы пока не видите? Да вашу ресурсность вы можете не видеть. Вы можете думать о том, что, ну, у меня что-то не получается. Вы можете, кстати, надеяться на кого-то, а в общем-то вам самим придется решать этот вопрос. Особенно вам, мои дорогие девочки, увы. Мои дорогие мужчины, это может быть для кого-то, пусть это не для всех, вы пока можете не знать, что ваша любимая женщина ждет ребенка, если у кого это соответствует по возрасту и поставленным целям, скажем так. Пусть, конечно, этот момент не для всех, но все же такое я допускаю. По этой карте это ваша ресурсность, это для всех. И, конечно, эта карта, знаете, если мы о квинтэссенции, то вот это квинтэссенция дипломатии. Когда мы себе не допускаем ни одного ненужного лишнего шага, когда мы можем себе навредить. Вы сейчас с чем-то определяетесь. Вас, наверное, как боги или высшие силы, ангелы сопровождают, потому что всегда по аркану императрица, знаете, сопутствуют как добрые энергии. Вот именно добрые энергии, которые нам помогают разрешить путаницу, разрешить какой-то спорный вопрос, провести важные диалоги, которые нам, может быть, даже неприятны, с людьми конфликтными. Тут, в принципе, какая-то ваша задумка, мои дорогие, она осуществится. Но для этого необходимо быть дипломатом, держать руку на пульсе, надеяться на самого себя. Вы-то, конечно, мои дорогие овны, всегда на себя надеетесь. Но ведь вот незадача. Императрица, она гибче, понимаете? Она лояльней. Тут не импульсом надо действовать, не рывком. Иными словами, если вы поставили перед собой цель, но эта цель напоминает, ну, приведу такой пример, если эта цель напоминает какой-то забор, да,
И понятно, мы можем, конечно, так это взять, дистанцию подальше, разбежаться с разгону, попробовать как бы перемахнуть этот забор. Но можем и не перемахнуть, можем лбом упереться буквально так. Так вот, по карте императрицы лучше подойти к этому забору и аккуратно перелезть. Эффект тот же. Но я надеюсь, пусть очень примитивный пример, мои дорогие. Я надеюсь, все мой сленг понимают, но зато это доступно. Мне хочется в это верить. Ну, потому что навредить, опять же, нельзя, да. Ну, тут может быть, знаете, как та задача, когда мы, ну, можем себе сказать, вот я хочу достичь чего-то, да, и если мы с дня сегодняшнего как будто прыгнем вот в тот момент, когда мы как будто этого достигли, да, и вот если мы так смотрим далеко вперед, мы можем даже от чего-то отказаться или самим себе сказать, да нет, это я не перемахну, или я не могу так прыжком вот прямо, или не могу сразу достичь чего-либо. А если вы таким поступательным движением аккуратно будете двигаться, вполне вероятно, разобьете какую-то вашу задумку, мечту, цель, намерение на тезис-план, на план А, Б, С, может быть, будете готовы корректировать что-то, то вот у вас как раз это и осуществится. Старший аркан, причем один из самых добрых, мои дорогие овны. И это на то, что скрыто и чего вы можете не видеть. Даже не достаю дополнительных карт. Что же еще скрыто, как знаки судьбы? Второй знак судьбы – начало. Карта подтверждает, это ведь всегда какая-то возможность. У кого-то что скрыто, получение важного документа, или вам предстоит какой-то важный диалог, особенно в сочетании с картой императрица, когда вот это самая дипломатия, ну, прямо как ваше все, понимаете, как воздух вам необходимо. Вполне вероятно, это может быть действительно какой-то новый жизненный этап. У кого-то это может совпадать, мои дорогие. Знаете, с таким периодом, когда вы на что-то тоже решитесь. Здесь может быть решение какой-то финансовой проблемы, кстати. Вообще это начало, и, ну или как первый этап в изобилии, плодородии, особенно с учетом карты императрица. И, кстати, ваша идея, ведь императрица плодовита не только буквально, она плодовита именно на идее. И вы, мои дорогие овны, в большинстве своем, кстати, тоже очень плодовитый. Но значит, вот этот забор, ну не надо его так вот пытаться, да, перемахнуть. Разбейте что-то на поступательное какое-то, постепенное движение, и тогда победа у вас в кармане. Вот видите, это карта глубокой удовлетворенности. Потому что мы что-то делаем, мы понимаем это зачем, и в принципе мы достигаем. А самое, наверное, немаловажное, чего вы можете не видеть, вот какой-то первый очень правильный шаг вас ведет не только к победе, а совершенно иному качеству жизни. Это как знак судьбы, чего вы можете не видеть. Ну или буквально получение денег каких-то, да, может быть и так. У кого-то банально какие-то перерасчеты, выплаты или получение какой-то бумаги, документа, как я уже говорила, которое, может быть, будет связано даже с какой-то иной сферой жизни, о которой вы сейчас вообще не думаете. И тогда у кого-то это будет как обратное. Это начало, а дальше вам придется осуществлять какие-то важные встречи, переговоры, что-то переделывать, согласовывать или оформлять. Третий знак судьбы, чего вы не видите, ну вот. И еще идет продолжение, правда? Тут есть какая-то тема, когда вы можете, как через новость, информацию узнать, например, о том, что то, что вы прежде, а ноябрь будет богат и до конца года. Допустим, та тема, которой вы прежде занимались, потом встала на паузу, и все. И вот ВОЗ и ныне там. Может нам пространство Вселенной возвращать этот вопрос как вариант возможностей. Но договариваться придется. И себе не навредить тоже. Поэтому, с одной стороны, диалог, а с другой стороны, просчитывать что-то придется материально. Вот к этому будьте тоже готовы. И карта говорит, Овен, у тебя есть сейчас возможность что-то обустроить, может быть, именно с юридической точки зрения. Достичь вот этого баланса. Баланс – это об императрице. Баланс – это и есть где-то дипломатия. Может быть, у кого-то вопросы в суде, мои дорогие. Медиаторство. Договориться, опять же, можно. Будьте гибче, мои дорогие. Вот вы можете сейчас свести к нулю какую-то проблему или
проблема, которая, вопрос была основана на каком-то конфликте, когда вы прежде не договорились. И пусть, кстати, правда была на вашей стороне. А вот тогда было не время. Или тогда была какая-то чехарда, путаница, не разбери, пойми что. И если все же правда на вашей стороне, вот, то есть и по закону тоже где-то вам это положено. Кстати, изменения в законодательстве. Ну, законы у нас не меняются, а вот подзаконные акты иногда выходят. Но это мы называем как дополнение к закону. Вот что-то подобное тоже у кого-то может быть. Просто у кого с чем связано, ведь всегда аркан справедливость, причина и следствие. Значит, вот что-то было прежде, и теперь это должно быть продолжено. Или приведено, сведено к какому-то единому знаменателю. Или, кстати, вот это те дела, которые, может быть, мы о чем-то даже забыли, а тут вы получаете информацию, и вам где-то придется гибко вот так вот дипломатично решать некоторые вопросы, и при этом перепроверяйте документы. Вы должны, понимаете, для самих себя именно, не для кого-нибудь, у вас два старших аркана. Вы зависите в этот период от внешних событий, от людей где-то, поэтому диалоги тут мы точно не исключим никак. Но в юридическом плане или в плане составления каких-то важных договоренностей, бумаг, контрактов, у кого-то контракты по работе, у кого-то, может быть, брачный контракт. Такое тоже может быть. Ведь императрица – это как и ваш статус, может быть, вообще. Имеется в виду, и смена какая-то статуса может произойти, как и наоборот, в плане оформления отношений. Ну, у кого-то и в обратную сторону. Но ведь это еще и может быть ваше достижение в плане карьеры точно так же. Тут тоже что-то по справедливости. Поэтому перекладывайте на себя. Тут, знаете, вот как с чувством, с толком, с расстановкой, и еще и при этом когда вы бумагу грамотно оформите или какой-то документ, а потом, мои дорогие овны, чего вы не видите, вы себе скажете спасибо, потому что по аркану справедливость, когда мы вот так вот все правильно сделали, нас закон буквально бережет. Вот тут очень такой ценный какой-то аспект у вас может решаться в 10 дней ноября. Скорее всего, вы можете это продолжать, потому что два старших аркана – это явно не на 10 дней. Но себе вы скажете спасибо, поверьте. Ладно. Так что ж там тайное, что прояснится? Деньги. Ваша самодостаточность. Ваш статус. Где-то ваш отдых, между прочим. В каком плане? Императрица о себе беспокоится. Вопросы имиджа у вас могут быть. Даже почему? А потому что статус обязывает. Вот у кого-то так. Нет чего-то малозначимого. Важно все. И нас встречают по одежке, провожают уже по уму. Поверьте, мои дорогие овны, и статус, или как вы себя презентуете, да, в обществе, это тоже будет для вас важно. Но совершенно не такие энергии, когда мы берем что-то реваншем. Здесь мы и надеемся тоже сами на себя. Кстати, 9 всегда по нумерологии – это вибрирующее число перемены. Если вот мы перевернем, то у нас 6 – это победа. Но это та победа, которую надо отчасти сохранять и как будто переложить в будущее или в какой-то прогресс. Поэтому расслабляться нельзя. Расслабляться в том плане, что отдых, кстати, и иногда это такое может быть, когда мы должны просто себе уделить внимание и отдохнуть. Тогда четче мысли у нас будут. Тут какие-то важные задачи вам придется решать, это правда. Но тут прояснится что-то, что вас порадует, мои дорогие. А может быть, для кого-то финансовая тема, да, где-то деньги застряли, вот вы получите тогда эти деньги. Или какие-то важные бумаги, соглашения, словом, чем-то вы будете довольны. Ну и астрологически ведь для вас тоже это добрый период. Поэтому будьте готовы к тому, что что-то добро-хорошее у вас получится. Или, по крайней мере, это начало, то, что вы будете продолжать. Так вот, конечный итог, вы останетесь этим довольны. Но не случайно, наверное, карта императрица. Мы ведь можем тут и на чем-то настаивать, правда? Или вот будет так, как я сказала, или никак. А вот если мы не готовы где-то к диалогу, или гибкость нам, ну, как бы не хватает ее, то мы можем что-то и прошляпить. Поэтому, ну, так или иначе, по девятке пентаклей это вам самим. Именно вам самим придется чем-то заниматься. Ладно, что же уйдет?
Что завершится, не обязательно уйдет, или от чего вы откажетесь сами. Ну вот какая-то пауза, разочарование. Что уйдет? Вообще по этой карте нам показана девушка, которая себя, ну, как немножечко, как будто отгородила от внешнего мира. Может быть, это необходимо для душевного покоя. Мы приводим мысли в порядок по этой карте. А может быть, была какая-то очень болезненная история, не случайно. У нас тут сердечко, но оно такое, как гирлянда. Оно как будто включается тогда, когда мы этого захотим, да? Как будто оно будет наполнено энергией, электроэнергией в данном случае, и тогда вот оно загорается. Но, в принципе, пока все именно мы наблюдаем как будто. Вот есть, может быть, и личная тема, которую вам нужно как-то с ней разобраться. И это ваше будет личное решение. Поэтому мысли приведи в порядок. И, кстати, что уйдет? Тут какая-то активность явно будет. И, может быть, поэтому мы говорили отдых. Вот это может быть кратковременный отдых для того, чтобы для себя и составить какой-то тезис, план. Правда, может быть, прописать что-то на бумаге. Или по этой карте еще идет такое значение. Мы складываем оружие. То есть, что уйдет? А какой-то конфликт у вас, может быть, предыдущий уйдет. Когда вы кому-то что-то доказывали, а теперь вы скажете, ну нет, все, хватит, баста. Я теперь буду хитрее. Я теперь буду сохранять себя. А что придет взамен? Что нового? Кто или что спешит на ваш порог? А это и есть новое. Кстати, известие, правда, какой-то спешит в вашу жизнь. Пажи– это вестники. А для кого-то из вас, опять же, как туз пентаклей, начало-начал. Вот посмотрите, паж жезлов. И как будто девушка подбросила вверх этот жезл. Жезл уже описал один круг, то есть это где-то символ прошлого, прошлых событий или пережитого прошлого. Но вот теперь этот жезл выходит на новый виток, на новый оборот. Вот у вас завершится что-то, это точно завершится по четверке мечей. Мы тоже, кстати, и завершаем что-то. И вот эта пауза может быть как отдых, когда внутренняя какая-то перезагрузка. Но это не будет долго, мои дорогие. Примите это к сведению. Может быть, иногда. Это нам даже, может, 15-30 минут необходимо для того, чтобы мы вот так вот спокойно, сложив оружие, где-то холодной головой определились по какой-то теме, вопросу, но оставив эмоции. Вот это холодная голова. Это вот никаких вообще тут эмоциональных всплесков. Тогда мы более ресурсны увидеть, так как есть обстоятельства дела или обстоятельства нашей жизни. И по пажу жезлов, если мы говорим, что нового придет взамен, конечно, тут какие-то или предложения, новости, или пусть эта новость будет как отправной точкой нового какого-то, как перезагрузка, правда, или ваших планов на будущее. Для кого-то из вас это может быть и поездка тоже. С чем это связано? С далекими планами. А вообще это карта, когда сбываются мечты. А у кого-то переезд очень далеко. Или контакты по работе, жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. У кого-то это может быть даже цифровые технологии или технологии взаиморасчета. Да, вот у нас сейчас как раз что-то подобное, неважно из какой страны мира вы смотрите, но до конца года это будет осуществимо. По крайней мере, явно мир продвинется в плане электронных именно цифровых денег. Есть такое, ну, перезагрузка будет. Нравится это нам или нет, но нам, может быть, придется это изучить или разобраться в каком-то вопросе. А для кого-то из вас рост вашей популярности. Вот чего, что нового, да? У кого-то из вас это вообще как первые шаги в освоении какого-то нового ресурса, профессии. Или как ресурс, ну, может быть, навык вы какой-то приобретаете. По этой карте идет эфир, пространство, интернет и расстояние. И вот у кого-то, опять же, старший аркан. У кого-то это расстояние проиграется, ну, как километраж, да, буквально мы уже говорили об этом. И поездки, переезды, может быть, куда-то далеко, какие-то согласования. А для кого-то это по времени. Ведь эта карта, если я часто говорю в наших раскладах, что карта Солнца– это дистанция 6-8 месяцев. А вот эта карта–
Это как по Плутону лет 10-20. Вот у вас перезагрузка на долгий срок, мои дорогие. Ладно, чего ждать в любви, в личной жизни? Ну, я должна сказать по аркану Луна, для тех, кто в паре, для тех, кто человек семейный, или вы там собираетесь, может быть, да, оформлять ваши отношения. Это эмпатия, это нежность, это ласка, это взаимопонимание. Правда, это наш уютный дом, это место безопасности, мои дорогие. Кстати, не рискуйте чем-то. Попутно все-таки это касается вас самих, вашей личности. Избегайте толпы, мои дорогие. И избегайте, знаете, даже какой-то конфронтации. Если пусть это касается вас, вы оказываетесь в коллективе или случайно в каком-то обществе, когда есть спор, мои дорогие, уходите любыми способами. Там, где люди спорят, вам туда не надо. Бывает, двое дерутся, виноват третий. Вот для кого-то и такая подсказка. Или даже в коллективе. Бывают такие коалиции. Вот вам не надо ни вправо, ни влево не поддерживать кого-то, а вас могут призывать. Поэтому холодная голова вам тут точно помогает. И не случайно карта говорит: сложи оружие. Никому ничего не доказывай, никого не поддерживай, кроме себя самого или самой. Вот по императрице есть то, что важно для меня. А остальное, ну, вот так вот красиво, вот раз и свела к нулю. Или то, что мне туда не нужно. Мне в какое-то дело, может быть, и встревать даже не нужно. А то потом, а Бог его узнает, что потом. Потом все перевернут и скажут, что тут ты был или была, и стало быть, имеешь к этому отношение. Вот все-таки карта вам говорит на самосохранение. Давайте достанем еще одну карту. Любовь и личная жизнь. Чего в целом ждать? Ну вот вам и солнце. Мои дорогие, 6-8 месяцев. Вот представляете, это ведь правда квинтэссенция. Вот для вас, видимо, астрологические прогнозы, хотя я еще не составила на ноябрь, не опубликовала на сайте. Времени нет, извините. Но есть, кстати, на осень. Я оставлю ссылку в описании под видео. Перейдите, прочитайте. И тут, если причину и следствие мы говорим, тут явно не новая какая-то тема, вопрос, проблема. Тут что-то тянется из прошлого. Поэтому, правда, прочитайте. Я думаю, подсказок будет больше. Вот вы сейчас. Одна декада для вас может означать как первый шаг. А может быть, это новость, которая тоже будет служить перезагрузкой. Пусть начнется с того, что вы будете думать как-то по-другому, обстоятельства будете видеть по-другому. Но это окажет влияние на вашу жизнь, изменит вас, мои дорогие. Это мы на вас смотрим. И ведь это карта достижений, карта ясности. Конечно, это где-то карта эго, когда хочется по-своему поступить. Но я уже не повторяюсь, мы об этом говорили о дипломатии, поэтому можете открутить назад с самого начала. Это как раз и будет ответ. Ну вот если мы говорим 6-8 месяцев, да, сначала декада, 6-8 месяцев, а потом лет 10-20. Чего ждать в финансах? Но есть явно какая-то тема финансовая, не нравится она Овну. Ну вот пятерка чаш, мы тут чем-то разочарованы. А карта говорит: позволь себе какие-то эмоции. Может быть, будьте добрее к самим себе. Вот по этой карте только так. Может быть, у вас, мои дорогие, даже вот эта дипломатия вам потребуется в каком контексте? Может быть, и были какие-то с вами, ну, у вас, точнее, с каким-то человеком прежние договоренности. И вы-то свои договоренности выполнили. И часто по пятерке чаш это кто-то не выполняет договоренности. Это кто-то нас как подставляет, предает. И у вас это на финансы. Вот может быть и у вас какая-то, у каждого своя история. Конечно, с одной стороны, карта говорит: позволь нахлынуть этим эмоциям или позволь себе выплакать это горе. Вот поэтому и нужно быть добрее к самому себе. Но и с другой стороны, что сделано, то сделано. Мы делаем выводы и идем дальше. Я всегда стараюсь напомнить по этой карте такую мудрую истину словами Клаудио Пенейро. Над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. Вот может быть и в финансах вам, как по аркану императрица, тоже какое-то Соломоново решение. Мои дорогие овны, придется принимать. Но все-таки давайте достанем еще одну карту. Солнце все-таки есть. Это нам о чем? Что будет в финансах, чего ждать в финансах с 1 по 10 ноября.
а что-то перестраивать придется. Карта трансформации, башня. Иногда это будет связано с тем, вот я сказала, изучение каких-то новых цифровых технологий, системы взаиморасчета. Тут, знаете, и согласиться-то, мои дорогие, ни в коем случае нельзя. Может быть, вот продумать, да, что-то нужно. И если вам что-то предлагают, куда-то вложиться и взять обязательства, может быть, да, беречь себя, опять же. Давайте достанем карту совет. Тут как вам просчитать нужно на несколько шагов вперед. Но не замечтайся, вот конкретно. Ведь посмотрите, вот эта карта, хоть она так и не называется иллюзией, но зато прорисована конкретно, да. Сидит, мечтает молодой человек, вас что-то будет радовать, я об этом говорила. И вот когда мы чем-то вдохновлены, мы, знаете, бываем как ослеплены. Или когда мы на волне эмоций теряем вот эту остроту холодного критического мышления. Мы начинаем наделять людей теми качествами, которыми они не обладают. Хрюша с крыльями, свиньи не летают. Поэтому нельзя просчитаться именно из-за того, что, как ни странно, нахлынули добрые эмоции, эмпатия какая-то. Поэтому есть финансовые темы, в которых расслабляться ну никак вам нельзя, особенно с такими арканами. Может быть, поэтому и карта Луна. Просчитывай, Овен. Может быть, и купить чего-то не нужно, того из разряда, что точно не нужно. А потом пройдет времени какое-то количество, и вы думаете, ага, да лучше бы у меня были деньги, чем стоит там, ну, какой-то предмет, который мы купили, приобрели, так вот, знаете, на эмоциях. Вот что-то подобное нам могут говорить. Но, тем не менее, вверху у нас как раз 4 мечей. Не должны вы себе навредить. Ресурсное время, но оно как будто работает в одну сторону, в отношении вас. Вам дает возможность Вселенная сейчас как кумулировать собственные ресурсы, чтобы правильно организовать свою жизнь или правильно найти предназначение, может быть, и финансам. Будьте внимательны одним словом. Работа, согласование, документы, важная встреча, чего ждать. Ну вот выбор какой-то у вас стоит. Выбор, на что вы не можете закрыть глаза. Это что? Чего ждать? Ну, точно выбор, прообраз Юдифи. Как известно, отрезала так отрезала. Вам от чего-то отказываться придется. Тут действительно этот выбор будет, может быть, сложен. Именно потому, что нужно кому-то красиво, дипломатично сказать «нет». Или словно уйти в тень, как серый кардинал. Может быть, для Овна, ну, не совсем это так, это комфортно, да? Вы люди открытые, ну и надеетесь, понятно, сами на себя. Вы люди сильные, поэтому для вас вот эти такие хитрики или где-то между там, да, ну, может быть, и не, ну, не очень это как-то согласуется с вашим отношением к жизни. А по-другому нельзя. Ведь, тем не менее, это карта сильного человека и независимой позиции. Но эта независимость, она не строится на доказательствах. Ведь ну, я уже не буду подробно об этом историческом факте, об истории Юдифи, почему она вошла именно в Ветхий Завет, но тем не менее, Библия, да, она надеялась сама на себя. Она отправилась в сложное путешествие, и да, с ней была служанка, но служанка не знала заранее, что ей предстоит делать. Ну, служанка, ей что велено было, то она и делала, а само действо выполняла Юдифь. Да, и уж отрезала так отрезала. И благодаря этому она вошла в историю. Но и себе-то она не навредила, мои дорогие. Какой-то хитрый ход вам предстоит. Какой-то либо важный диалог, либо это будет, может быть, документ у вас аркан справедливость. Здесь нельзя играть в открытую. Это касается ваших достижений, документов, личного дела. И выбор вроде надо делать. Холодная голова, критическое мышление. Это ваше все. Как и на документы, на важные встречи, на согласование, так и на финансы. Может быть, у кого-то как сделка какая-то, да, если это бизнес. Или правда предстоит подписание какого-то соглашения. Может быть, и гибче быть нам тоже придется, как бы не отказаться, но максимально свести к нулю какие-то риски. Может быть, кстати, для кого-то потребуется консультация юриста. Или, кстати, консультация узкого специалиста.
Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые овны. А я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.